В этом обзоре хочу поделиться с вами впечатлением об отдыхе в турецком Кемере Чемюа, отель Penthouse Hotel. Перелет до Турции из Минска занимает около 6 часов. В полете прилично кормят. Дорога из аэропорта до отеля долгая, и хотя расстояние небольшое, 65 километров от аэропорта, но пока развезут туристов, получается не быстро, около 1,5 часов. И вот нас встречает наш отель. Что сразу бросается в глаза, это обилие зелени, стрекот цикад, яркое солнце и жара. Не забывайте про солнцезащитные очки и защитный крем от солнца. На ресепшене встречает очень хороший, вежливый, внимательный персонал. Практически все говорят на русском языке. Сам отель весьма симпатичный. Стильная мебель и предметы декора. Повсюду отделка мрамором разных сортов. Отель небольшой, и это даже хорошо. На 4 этажа есть 2 комфортабельных лифта. Замок открывается ключ-картой, от которой включается электричество в номере. Номер на дорогу с видом на горы. Это очень красиво. Перед отелем расположен рынок и проходит дорога, но при закрытой двери балкона шум спать не мешает. Отель находится на второй линии, но до пляжа идти недалеко, так что это не проблема. Заодно можно полюбоваться на пейзаж. Прямо у дороги растут апельсины и гранаты, стоят оливковые деревья, на ветках можно разглядеть цикад. До пляжа идти около 10 минут. По дороге к морю с правой стороны есть турагентство. Всегда так, как перед обедом. После обеда приходить никого нет. Там работает приятная женщина Елена. Все рассказала, посоветовала, что лучше взять. Цены у нее в 2 раза ниже, чем у отельного гида. Переплачивать смысла нет, однозначно. Рядом с пляжем находится бар. Работники на пляже очень доброжелательные, всегда здороваются и улыбаются. Пляж хороший, места много и всего хватает. Бичбой постоянно убирает окурки, мусор, стаканчики и тому подобное. Пляж, песок, галька. Глубоко становится довольно быстро. Тем, кто не умеет плавать, нужно быть осторожным. Море очень хорошее, красивое, чистое, соленое, вкусно пахнущее, почти всегда с легкими волнами, в которых приятно плавать. Рядом есть возможность взять катание на водном мотоцикле, парашюте, банане. Все безопасно и очень весело. Рекомендую не упускать возможность покататься. Веселые аниматоры не позволяют скучать. Днем есть акваэробика в море, игра в волейбол на пляже. Вообще ландшафт очень понравился. И здесь есть все. И горы, и море, и пальмы, и диковинные цветы. Есть мини-бар на пляже. Там есть чай, кофе, фанта, кола, швепс, пиво. Рядом душ. Номер небольшой, но вмещает все необходимое. Хватает места, если пригласить несколько гостей. В номер фактически только приходили на сон. Убирали его каждый день. Качество уборки среднее. Полотенца меняли ежедневно, постельное раз в 4 дня. Номер оборудован кондиционером. Шумит он, конечно, очень сильно, но и к этому можно привыкнуть. При открытых дверях балкона кондиционер отключается.
Управляется кондиционер несколькими кнопками. Есть два режима работы – сильный и слабый. Температура выставляется по вашему желанию. Есть бесплатный сейф, что очень удобно. Душ и туалет просторные, чистые и аккуратные. Проблем и ограничений с водой нет. К сожалению, Wi-Fi слабый. Возможно было только отправить текстовое сообщение в мессенджере. На входе в ресторан администратор сам встречает гостей на завтрак и обед и ужин. Со всеми лично здоровается, спрашивает, как отдыхается, есть ли пожелания или проблемы. Есть мясо, курица, рыба, баранина, много зелени, салатов, фруктов, разная выпечка. Очень вкусные булочки, сыр, колбаса, йогурты, творог, в общем, все не перечислишь. Много сортов чая и видов кофе. В зале стоит 2 кофемашины. Есть тостер, можно сделать горячие бутерброды на завтрак. Часть столиков для гостей установлены на открытом воздухе. При желании можно разместиться на свежем воздухе. Фруктов очень много: персики, арбузы, абрикосы, апельсины. Все спелое. Ну а сладостей, пирожных так вообще просто море. Одни муссы, пудинги чего стоят. Вкуснятина. Суп и пюре очень вкусные. Главное, все свежее и вкусное. Поварам большое спасибо. За ужином ставят на каждый стол маленькую бутылку вина. Можно заказывать крепкие спиртные напитки – коньяк, водку, джин. Всегда в баре есть светлое пиво. Еда очень вкусная и разнообразная. Кормят просто как на убой. Надо серьезно постараться, чтобы при таком разнообразии не переедать. Все официанты очень доброжелательные. Всегда улыбаются, быстро приносят напитки, убирают со стола посуду. На выходе из ресторана стоит холодильник с питьевой водой и айраном. Здесь он пользуется популярностью. В отеле есть бассейн. После обеда включают горки. Есть более пологая для детей и более крутая для взрослых. Еще в отеле есть хамам, сауна и массаж. Особенно хорош массаж горячими камнями. Возле отеля много сувенирных лавок. Рассчитаться можно долларами, евро, лирами или рублями по карте МИР. В конце ряда сувенирных лавок есть банкоматы, где можно снять деньги с карты. Здесь можно купить лекарства. Они недорогие и очень качественные. Аптек полно всюду. Чай, кофе местного производства рекомендую. Вино, дынное, гранатовое, ежевичное, тутовое – все вкусное. Оливковое масло, гранатовый соус, текстиль и сладости. А еще не забудьте купить мороженое у мужика в национальном костюме. Вам понравится. В 15:30 в отеле и на пляже раздают мороженое. Вечером во время шоу-программы приносят попкорн. На территории отеля есть игры в дартс, настольный теннис. Каждый вечер детская дискотека. Потом что-нибудь для взрослых. Был вечер живой музыки, фаер-шоу, лотерея, турецкая ночь. Мы смотрели фаер-шоу в исполнении нашего аниматора. Впечатляет. Потом как-то приезжала девушка с танцами живота. Очень круто. Ну и турецкая ночь. В этот день персонал был нарядный, еда особенно вкусная. Красиво украшенная сцена, национальные костюмированные танцы. Все было супер. Все вечерние мероприятия понравились. Отмечу, что когда была турецкая ночь, при входе на ужин нам наливали текилу, и меню в этот день было очень разнообразное. Много турецких сладостей, много разных блюд. Не пропустите ужин в этот день.
erkek yürüyüşü. Vücut seksi dans var. Sonra ufak bir seksi dans yapıyoruz. One, two, three. Sıvayı не трогать. Kendininkine dokunmuyorsun. Three, two, four. And еще раз громче, как вы сказали, number one, мистер Ферди. Из экскурсий понравилась джип-сафари. Это неутомительная на полдня экскурсия в горы с остановками для фото, сбора чабреца и шалфея, купанием в горной реке и ужином. Нам она очень понравилась. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. Замок, видели замок? Один человек лет там. Видели? Один человек там лет. Вижу, да? Там туда замок тоже бесплатно. I can gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical. Здравствуйте, меня зовут Регина, и сегодня мы с вами будем путешествовать по нашему Кемеру. Да? Я являюсь вашим гидом. Хочется отметить разнообразие предлагаемых экскурсий. Было интересно съездить на канатную дорогу и забраться на вершину горы, посетить оливковую ферму, где вам расскажут о процессе производства масла и предложат закупиться местной продукцией, познакомиться с мечетью и прокатиться на пиратском корабле с возможностью поплавать в бухте.
хороший турист. Это спящий турист. Очень интересная экскурсия в Памуккале. Вас будут возить по магазинам и водить по руинам Иераполиса, рассказывая интересные истории. Есть возможность походить с толпами туристов по горячим источникам с высокой концентрацией оксида кальция на Белой горе и окунуться в бассейн Клеопатры с большим количеством людей и возможностью переломать ноги. Здесь просто миллиард людей. Побывать на развалинах амфитеатра, где тоже не совсем безопасно. И, конечно же, не упустите возможность заехать на лавандовые поля. Местные жители выращивают здесь лаванду для производства и продажи. Лаванда в Турции цветет только 3-4 недели в году, летом в июле. Увидеть ее цветение является большой удачей. И именно поэтому экскурсия на лавандовые поля является популярной. Ну а в отеле вас ждет пляжный отдых, купание в морской прозрачной воде и много удовольствия. Впечатления у нас остались очень позитивные. Хотелось бы опять приехать в следующем году и испытать этот кайф. Подписывайтесь на канал.